Опа, привет. Не опасно так сидеть на крыше? Нет, конечно, нас ведь по сути здесь даже нет, ты не забыл? Ну да, точно. Когда я была маленькая, обожала это. Сидеть на крыше? Ага. Здесь тихо, никого нет, и все небо принадлежит мне. Я часто представляла, как растворяюсь в нем, парю по прекрасным лазурным просторам меж юркими облаками. Но я всегда возвращаюсь сюда, в этот мелкий городок со всеми его эгоистичными жителями. Когда я на них смотрю, как они смеются, радуются общению друг с другом, то всегда прихожу в замешательство. Почему-то каждый раз, когда я их вижу, у меня внутри все сжимается. Почему им так легко улыбаться, а мне нет? Что их радует? Атма, что радует тебя? Э, Мягкая шерстка животных. Нет ничего приятнее, чем погладить какого-нибудь зверька, правда? К некоторым сначала нужно найти подход, но это того стоит. Но даже тебя радуют такие простые вещи? Знаю. Но именно благодаря таким маленьким радостям я чувствую себя живым. Маленькие ежедневные радости делают мою жизнь особенной. Ты такой сентиментальный. Как насчет тебя? Что радует тебя? Ну, ты, например, сентиментально. Это правда. Но тебя больше нет, я одна, и мне страшно. Так что я создаю все эти места, в которых мы можем проводить время вместе. Там о плохих оценках и неприятном прошлом можно забыть. В созданном мной мире нет места печали. Ты сейчас счастлива? Я... Нет. В глубине души я знаю, что все это выдумка. И все вокруг происходит не по-настоящему. Но что мне остается, стоит расслабиться, как у меня в груди начинает разрастаться грусть. Мне никак от нее не сбежать даже сейчас. О боже, как я тебя понимаю. Атма, тебе когда-нибудь бывает грустно? Конечно. Что тебя расстраивает? Что меня расстраивает? Что это за воспоминания? Они не мои, но я помню их. Помогут ли эти воспоминания рая? Когда заканчивается интересный фильм и появляются титры, когда я случайно сажусь не на тот автобус, когда на улице ливень, а спрятаться негде. Устраивает второе. Иногда хочется, чтобы фильм длился вечно, лишь бы не возвращаться в реальность. Понимаю. И еще я был расстроен, когда решил убежать из дома. Когда понял, через что ты прошла, что настоящего Атмы больше нет, что я не могу тебе помочь. Это все я виновата, не надо было лезть в реку. Ты не виновата. Если бы можно было повернуть время вспять, я был бы ответственнее и не позволил бы тебе бродить у реки. Или записался на занятия по плаванию, чтобы спасти нас вдвоем. Надо было вместе записаться на занятия по плаванию. Было бы весело. Но прошлого не вернуть, правда, так что нам остается лишь смириться с тем, что произошло. Думаю, настоящий Атма сказал бы то же самое. Хорошо тебе. В смысле? Ты так уверен в себе, мне этого не хватает. Я тебе завидую. У меня такое ощущение, что я теряю себя. Последний раз я чувствовала уверенность в себе давным-давно. Когда же? Когда рядом была Нирмала. Беззаботная, наивная девочка, всегда верная себе. Ты ведь виделся с ней, да? Да, я с ней виделся, часто не вспоминаю. Какое впечатление она на тебя произвела? Я о Нирмале. Так, она придумывает чрезвычайно странные истории, она очень настырная, с ней я могу говорить о чем угодно. Она меня не осуждала, всегда была рада выслушать мои безумные задумки. Ну, у нее и своих безумных задумок хватало, такая атмосфера может быть только между людьми, которые друг друга принимают. Короче говоря, о такой подруге, как она, можно только мечтать. Жаль, что мы не успели полностью друг друга понять. Но ты ведь знаешь ее куда больше меня, так что скажи, что о ней думаешь ты? Она своеобразная, мягко говоря. Именно поэтому с ней так весело. Она всегда говорит, что быть собой – это нормально. Что я достаточно хорошая, и мне не надо меняться. Что все неудачи, одиночество и страхи – это часть меня, и их надо принять. Так бы сказала Нирмала. Она так и сказала, как и я.
Мы обе так сказали. Но мы ведь все-таки одна личность, хоть и избегала ее все это время. Атма. Что? Хочу увидеться с Нирмалой, хочу кое-что ей сказать. Она не переставала тебя ждать, Рая. Теперь я знаю, что мне с этим делать. Она отдала ее мне, и сейчас пришло время вернуть эту вещь своей настоящей хозяйке. Наш старый черновик. Мне страшно. Все в порядке, я рядом. Нам некуда торопиться. Рая, ты в порядке? Что-нибудь болит? Вроде бы нет. Давай я помогу. Отсюда дорожка довольно крутая. Ты как, держишься? Да, справлюсь. Отлично. О. Слушай, Рай, чем ты собираешься заняться, когда вернешься в реальный мир? Даже не знаю, мне предстоит многое обдумать, не уверена, с чего начать. Может, выполнишь все желания списка? На этот раз по-настоящему. Плохая идея. Это займет кучу времени, но у меня хотя бы будет цель, начало нового приключения. Я бы и сам лучше не сказал. Можно... Блин. Признаюсь, для меня... Ты купишь шоколадно-вишневый торт, когда окажешься дома. Заманчивая идея, но я думаю, что в следующий раз попробую эклер. Эклеры тоже вкусные. Ладно, позже скажу то, что хотела. Ты решила, какой фильм тебе нравится больше? «Монахати» или «Возвращение Раптора-Киборга»? Знаешь, мне ни один из них особо не нравится. Но я люблю сидеть в кино в мягком кресле и смотреть на большой экран, это завораживает. Кстати, ты собрал все крышки? Похоже, это уже не так важно. Только если ты не хочешь продолжить их собирать, когда окажешься дома. А что, классная идея. Крышки, блин. Ага, одной не хватило. Кайфую. Просто невероятно. Атма. Ничего страшного, если я никогда тебя не забуду. Конечно, ничего страшного. Я всегда буду рядом. Да. Почему я вечно выбираю, сама того не знаю, какие-то игры, где всегда какая-то печальная печаль? Атма, где ты? Здесь очень темно, тебя не вижу. Эй, все нормально. Мне страшно. Я рядом. Не останавливайся. Только теперь вперед. Теперь только вперед. Не останавливайся. Ты подстриглась? Зачем надоело, что я дергаю тебя за волосы? Надо было на лысо побриться. Слушай, оставь меня в покое. Эй, посмотри на меня. Обрати на меня внимание, я с тобой разговариваю. О, нет. Эй, не смей умирать, кошара. Вот, блин, это же кошка, с которой носится Рая. Эрик,
Ты что творишь, адмирал? Рая, я принес тебе шоколадно-вишневый торт. Это ведь твой любимый? Что ты делаешь? Я изменился, стал лучше. Почему ты не замечаешь? Я тебя... Заткнись. Ого. Что за... Какой... Я в ужасе, в шоке. Эрик? Рая, я знаю, что ты меня знаешь. Я Эрик, идиот, вечно злой и напыщенный. Тот Эрик, чья беспечность убила адмирала. Тот Эрик, который хочет только одного, твоего прощения. Тот, у которого не получается тебя понять, который от всех скрывает свои настоящие чувства, включая свои чувства к тебе. Тот, с кем у тебя больше общего, чем ты можешь представить. Я понимаю, мы очень похожи. Я сочувствую тебе, но я не хочу всю жизнь бороться с гневом. Это яд, который мне ни к чему. Ты сможешь простить меня настоящего? Пока нет. Но все меняется, и я постараюсь стать лучше. Спасибо. Я сейчас заплачу. Кстати, я кое-что узнала о Рае. Что же? В этом году у нее самые лучшие оценки в классе. Ты прикалываешься? Что? Да вот же, я сама думала, что на ее месте будешь ты, Лулу, реально. А еще она подстриглась, вот она. А она симпатично выглядит. Вот так неожиданность. Что? Слушай, президент комитета должен вести себя иначе. Ты хоть представляешь, каково это быть лидером? Надо уметь делегировать обязанности. Ты постоянно отлынивала от работы, пропускала встречи. Посмотри, чем это обернулось. Я же сказала, что все нормально. Фестиваль через неделю, Рая. Через 7 дней. И мы собрали только 5-ю часть бюджета. Первый раз об этом слышу. Соберись, Рая. Чем мы будем платить поставщикам? Ты придумала, как собрать все эти деньги? Да. Ну так поделись с нами своими идеями. Все ясно. Итак, президент комитета теперь я. Так нельзя. Кто-нибудь против? Кто-нибудь думает, что Рая хорошая лидерка? Нет, я думаю, Лулу лучше совсем справится. Вы сговорились. Ой, да вытащи ты уже башку из задницы. Что ты сказала? Ты обычная выскочка и занялась фестивалем только за тем, чтобы поддержать свой образ отличницы. Ты вызвалась стать президенткой, чтобы учителя впечатлить, да? Забыла, что фестиваль, который мы устраиваем, настоящий. Не думала, что подводишь всю школу, выполняя работу спустя рукава. Лидерка из тебя никакая, навыков у тебя 0, ты только и делаешь, что витаешь в облаках. Ты обычная лживая дрянь, а вот это, конечно, жестко было. Ого, она ее просто уничтожила, ну и дела. Ты храбрая, раз сюда добралась, впечатляет. Я Лулу, которой ты восхищалась, которой ты всегда мечтала стать. Но еще я Лулу, которая тебя обижала. Мне всегда было интересно, за что ты меня ненавидишь. Ненавижу? Слишком сильно сказано, мы просто не понимаем друг друга. Думаю, ты права. Я и сама-то себя не понимаю, наверное. Часть меня хотела быть тобой и жить твоей жизнью, но... Мне кажется, на самом деле я просто хотела, чтобы меня приняли. Я пыталась обмануть саму себя, стать другим человеком, но этому пора положить конец. Я больше не позволю тебе меня унижать. Не тебе решать, какая я буду такой, какой захочу. Отлично. Вот это я понимаю настрой. А теперь собери всю эту энергию и используй ее против нашего настоящего врага, ладно? Я постараюсь. Ой, привет. Привет. Что ты здесь делаешь? Рисуешь, что же еще? Ну да, это я вижу. Но почему ты рисуешь здесь? У тебя нет дома? А, есть. Ну, папа взбесится, если увидит, что я трачу время на рисование. Думаешь, это трата времени? Нет, конечно, я обожаю рисовать, создавать всякое, это весело. Хочешь попробовать? Я делаю волшебную палочку Южной Звездной Принцессы. Присоединяйся. Вот увидишь, это очень весело. Южная Звездная Принцесса? Кто это? О, мне столько предстоит тебе рассказать. Нирмала, я принесла альбом и цветные карандаши. Давай порисуем.
Марен, они же совсем новые. Альбом, ручки, у тебя даже есть набор карандашей, целых 48 цветов. Офигеть. Сколько месяцев ты на все это копила? Спасибо, что принесла вот это красотища. А я на них не копила, это родители мне купили. В смысле, просто взяли и купили? Ага, мне так понравился урок рисования, что мы заехали после него в магазин, и мама разрешила мне выбрать, что захочу. Мы столько всего накупили, кроме всего этого, еще книжки по рисованию и комиксы. Я принесу остальные завтра. Давай их вместе почитаем. Урок рисования? Не знала, что ты ходишь на дополнительные занятия. Ну да, мама как-то заметила, что я рисую, и она сказала, что без учителя мне будет сложно развивать талант. И это к тому, что тебе тоже нужно записаться, Нирмала. Можно будет вместе рисовать звездных принцесс. Для меня это дороговато. Я уже потратила все свои деньги на всякие школьные штуки. Может, спросишь родителей? Папа злится, когда рисую. Начинает швыряться вещами, иногда даже попадает в кого-нибудь. К нему с такой просьбой лучше не подходить. Он швыряется вещами? Почему? Без понятия. Он говорит, что я трачу его деньги впустую на всякие глупости. Жалко, что мы родители не похожи на твоих, Марен. Да, ну и дела. Ох, блин, жесть. Да, мы сделали эту волшебную палочку вместе. Благодаря тебе я узнала, что во всех нас спрятана магия. Благодаря твоим рисункам и историям я никогда не смогу отплатить тебе за этот дар. Для меня ты всегда будешь звездной принцессой. Знаю. Мне стыдно, что меня не было рядом, когда ты больше всего нуждалась в поддержке. Это я тоже знаю. Прости, что я отвернулась от тебя. Я проявила слабость. Мы были беспомощными детьми. Я знала, что тебе жаль, но не могла тебя простить. Наверное, так я пыталась тебя наказать. А еще... Я никогда не хотела этого признавать, но я тебе завидовала, так что мы квиты. Когда мы рисовали и обсуждали истории, мне их не хватает. Мне не хватает тебя. Может, начнем сначала? Снова станем такими, какими были раньше. Я подумаю об этом. Конечно, в первую очередь тебе нужно думать о себе. Так и сделаю. Я больше не стану убегать ни от самой себя, ни от нашей дружбы. Спасибо. Нет, спасибо тебе, что показала мне, что такое магия. Блин. О, боже мой. Тебе страшно? Да. Я рядом. Давай, ты справишься. Ты ходячее разочарование. Зачем вы вообще тебя родили? Я никогда не буду тобой гордиться. Непослушная паршивка. Хватит страдать ерундой. Ах. Да ёп. Никчемная. Вот бы ты просто взяла и исчезла. No. Нет, я не смогу. Атма, где ты? Нирмала. Атма? Мама? Милая, ты вся дрожишь. Да, мне страшно. Я знала, что не выдержу этого. Он и правда страшный, и уж я-то тебя понимаю. Я тоже его боялась, может быть, до сих пор, но каждый раз, когда я думаю, что ты живая, что ты рядом, я становлюсь чуточку храбрее. Смелость во мне крепчает, благодаря тебе я могу вынести что угодно. Мама, ты все это время была моей опорой, так что в этот раз позволь мне поддержать тебя. Я буду рядом, никуда не уйду. Мы пройдем мимо него вместе. Хорошо. Не переживай, ты сильнее, чем думаешь, у тебя получится. Ни хрена себе тут психотерапия происходит. Я смотрю, я сейчас буду плакать, серьезно. Папа. Что такое? Я занят. Разве у тебя нет дел? Вечно ты шатаешься рядом и надоедаешь мне. Ты ужасно себя ведешь со мной, с мамой, со всеми вокруг. Надеюсь, ты в курсе. Что-что? Ах ты соплячка. Да что за сранка вроде тебя вообще понимает? Знаю, я не идеальная дочь, о которой ты мечтал. Наверное, некоторым просто не суждено ужиться. Даже если речь идет об отце и дочери. О боже, это чисто такая жиза. Но я не дам этому меня остановить, я это преодолею. Даже если придется оставить тебя в прошлом. Ступай, как знаешь, мне плевать. Спасибо за все, что ты для меня сделал. Прощай. Жесть. У меня получилось. Я горжусь тобой, милая. Я знаю, что ты способна на что угодно. Куда ты уходишь? Я буду ждать тебя дома. Не торопись, когда будешь готова. Я наготовлю твоих любимых вкусняшек и встречу тебя.
Адмирал Боск, мои дорогие друзья, простите, что я недостаточно хорошо о вас заботилась, простите, что не защитила вас. Ты знаешь, что ты ни в чем не виновата. Разве такое возможно? В этом заключается кошачье бремя, мы часто уходим преждевременно. Для меня, для нас великая честь быть с тобой, пусть даже время вместе пронеслось мимолетно. Спасибо за все, что сделали для меня. Я пойду дальше. Думаю, так будет лучше всего. Я позабочусь о ней, принцесса, не переживай. Еще бы. Только попробуй обо мне не заботиться, я тебе сразу поцарапаю. В этой стране чудес всегда царит покой и умиротворение. Прощай, принцесса. Пока, Рая. Всего тебе самого наилучшего. Я хочу плакать. У нас получилось? Нет, это у тебя получилось. Это было серьезное испытание. Поздравляю, ты его преодолела. Осталось всего несколько шагов. Это капец. Ен-то капец. Боже. Боже. Как бы все вроде как стало понятно и ясно, теперь все стало на свои места, очевидно, но это место. Здесь ты... Здесь. Да. Сможешь идти сама? Ты уходишь? Нет, я буду рядом. Но этот путь предстоит пройти тебе. Ты должна сделать это ради себя, потому что тебя ждет встреча с кое-кем особенным. Особенным? В смысле? Да. Не переживай, я прямо за тобой. С Нирмалой? Блин, капец. Наша база. Здесь мы обсуждали наши истории. Было очень весело. Да, было. Давай зайдем внутрь. Нирмала. Ты. Как я скучала. Как же давно мы не виделись, северная звездная принцесса. Как прошло твое приключение? Ужасно. Зря я тебя бросила. Мне пришлось пройти через множество страданий, прежде чем я поняла, как сильно ты мне нужна. Ты всегда была самой яркой звездочкой на небе. О, Рая, глупышка, без тебя я бы и сиять не могла. Без твоей стойкости, способности переносить тяжелые условия и выживать. Не прогоняй меня в этот раз, я останусь с тобой до конца. Тьма был прав. Ты настырная. В хорошем смысле, да? В лучшем смысле. Тебе больно? Угу. Не думала, что взрослеть так мучительно. Иногда испытывать сильные эмоции приятно. Это значит, что ты жива. А раз ты жива, еще есть время найти счастье. В этот раз давай перетерпим сложности вместе. Почему ты плачешь? Мы ведь с тобой единое целое, помнишь? Я все это время тебя ждала и очень по тебе скучала. И я по тебе. Рада снова видеть тебя, моя вторая половинка. Капец. О, боже мой. О, боже мой. Рая, ты... Она снова со мной. Я стала прежней. Как ощущение? По телу разливается тепло, и я снова чувствую себя целой, как будто наконец-то живу. Да.
Идеальная концовка истории Звездной принцессы. Ага. Кстати, ты поняла, какое твое самое ценное сокровище? Его нельзя потрогать, оно состоит из кучи частей. Это любящие меня люди, приятные мелочи, моменты, когда садишься написать что-нибудь новое. Желание остаться и продолжить жить. Похоже, все желания из списка выполнены. Что теперь? Составь новый список, теперь свой собственный, без меня. Тебе пора двигаться дальше. Без тебя? Я не хочу тебя забыть. Двигаться дальше не значит забыть меня, я всегда буду рядом. Ты ведь хочешь этого, да? Начать все сначала вместе с мамой. Тебе предстоит написать еще кучу историй. Да, я очень этого хочу. Атма, я не понимаю, что ты на самом деле. Это ведь не я создала тебя таким, правда? Это невозможно, потому что такое ощущение, будто я говорю с тобой настоящим. Кто решает, что настоящее, а что нет? Что ты сейчас чувствуешь, Рая? Я чувствую облегчение от того, что ты здесь. Мне радостно видеть тебя снова и грустно, ведь я знаю, что тебя уже нет. Думаю, чем ты дальше от меня, тем больше я тебя люблю. Твои эмоции никто не может отрицать или отнять их у тебя. Вот что настоящее. Мне страшно. Ничего, все будет хорошо. Даже после самой темной ночи наступает рассвет. Я не знаю, надеюсь, мне YouTube не вырежет музыку эту. О май гад. Не, ну музыка вообще разрывная, серьезно. Тут половину атмосферы, ну, в принципе, как обычно, создает музыка и... Это жесть. Ого, ого. Разогналась.
Please save me from my dream. Ага. Мгм. Нирмала? О, Нирмала. Это кто? Вот кто вот это вот стоит? Мама? Малышка моя, ты очнулась. Это ее мама? Глава 1. Рая в витре Нирмала. Конец. Кот взвыл, оплакивая потерю еще одного друга. От этого душераздирающего звука цветок засветился ярче прежнего. Его свечение стало ослепительным, таким ярким, что раскололось само небо. Через эту трещину кот добрался до севера. Его присутствие и свет цветка заставили ее очнуться от дремоты. «Кто ты такой?» – спросила она кота. «Я друг. Друг южной звездной принцессы, и твой друг тоже». С этими словами он протянул ей желтый цветок, сияющий светом ее сестры. Лепестки мгновенно распустились, раскрыли все воспоминания Юга за время путешествия. К удивлению Севера, среди мучительных воспоминаний было немало счастливых. Сердце Юга наполнялось надеждой каждый раз, когда она подлетала к новой планете, и трепетала, когда она встречала новых существ. Север поняла, что сестра никогда ее не бросала. Она заплакала, но это были слезы облегчения, а не печали, и, приняв все воспоминания, как хорошие, так и плохие, Север прижала цветок к груди. Свет сиял все ярче и ярче, пока наконец их сердца не слились. Звездная принцесса вновь стала целой, и рядом с ней был друг. Звездная принцесса засияла новыми огнями. С их помощью она создала еще один космический корабль, комету, еще больше предыдущей, чтобы они с котом могли вместе исследовать космос. Говорят, что если в темную беслунную ночь взглянуть на небо, то можно увидеть, как она и ее крылатый друг парят по безбрежным просторам космоса. Готово. Ух. Что такое? Столько всего еще надо упаковать? Кажется, скоро пойдет дождь. С вещами можно разобраться попозже. Если я хочу погулять, лучше идти сейчас, пока еще скучно. Моя покупка из интернета. Милая рожица напоминает о старом друге. Я провозилась с волшебной палочкой всю ночь, но оно того стоило. Получилось так себе. Ну и ладно, закончим в новом доме. Единственная игра, которую у меня получается играть. Вроде недавно вышла вторая часть Ультра Бейтс будущего 4. Я прочитала эту серию книг раз 15, но если не больше. До сих пор мурашки по коже, когда вспоминаю 1043 главу. Почти все время в больнице читала эти книги. Большинство учатся играть на инструментах в детстве, но я уже могу сыграть простую мелодию. Могу закончить с вещами попозже, надо подышать свежим воздухом. Проверить не могу, что все вещи из комнаты уже в коробках. Что выбросили, что упаковали, ничего не помню. Аккуратная стопка важных бумаг, которые мама хранит в прозрачной папке, включая документы о разводе, которым уже несколько лет. Мы через многое прошли, правда. Милая, ты куда? Хочу подышать свежим воздухом, может, схожу к мосту? Что такое, мам? Ничего, я рада. Тебе становится все лучше и лучше физически и морально. Видеть тебя слабой было так. Знаешь, если бы с тобой что-нибудь произошло, я бы... Мам, я в порядке, можешь больше обо мне не переживать, хорошо? Я просто хочу сходить на прогулку за вдохновением. Ты опять начнешь писать? Как здорово это слышать. В неприятных вещах ты тоже напишешь? Я не стыжусь своей истории, мам. Я пошла. Нирмала, подожди. По прогнозу передавали дождь. Вот, возьми с собой зонтик. Спасибо, мам, я пошла. Рая, как я рада тебя видеть. Мисс Никин, у вас в этом районе живет кто-то из друзей или... Нет, я пришла навестить тебя, мы давно не общались. Да, с окончания школы, извините. О, не извиняйся, жизнь бывает такой суматошной, похоже, последнее время тебе было нелегко.
Да, как и вам. Надеюсь, у нас с вами найдется достаточно сил, чтобы совсем справиться. И не говори, Рая. Дайте знать, если надо перетащить в машину еще коробку-другую, мисс. О май гад. О, Рая. Марен, как ты? Нормально, все хорошо. Вот сейчас прохожу стажировку. Меня взяли стажеркой и в издательство. Я столько всего узнала о кинопроизводстве. Думаю, еще чуть-чуть я смогу напечатать собственную книгу. Извини, что-то я заболталась. Тебе это вряд ли интересно. Все нормально. Это и есть та подруга, о которой ты постоянно говоришь? Извините, мы знакомы? О, как грубо с моей стороны. Это мой начальник в ГРА Медиа. Издательство. Если когда-нибудь напишешь историю, захочешь ее опубликовать, обращайся. Мы принимаем самые разные работы. Понятно. Приятно познакомиться. Взаимно. Ты, кажется, снова взялась за писательство. Да, хорошо идет. Я в последнее время много читаю. Недавно закончила роман «Загадочное дело» Гарри Байера. Ты прочитала мой самиздат? И как тебе... Погоди, не говори. Не уверена, что готова услышать. До меня дошли слухи, что ты переезжаешь. Да, уже сегодня. Вещи почти собраны. О, так скоро, что ж. Наверное, это к лучшему. Тебе будет проще начать восстанавливаться. Наверное. Я вышла на прогулку, чтобы попрощаться со знакомыми местечками, так что продолжу путь. Да, конечно, извини, что задержала. Еще увидимся, Марен. С нетерпением жду следующей книги. А я твоей. До встречи. Ты, кажется, недавняя выпускница. Напомни, как тебя зовут? Рая, сэр. Ну да, Рая, тренер Мала. Помню. По-прежнему курите? Ха. Я стараюсь завязать, клянусь. На улице опять дождик. Давайте сделаем день ярче. С этим нам на радиолоке помогут талантливые музыканты. Послушаем посмертный альбом Сетева, надо упокоиться он в музыке. Насладимся мелодиями юной независимой пианистки нашей милой Кристы. Не переключайтесь, потому что сразу после этого вас ждет наша любимица Ида. Окей. Что купим в первую очередь? Фигурки футболистов. Жвачку Йоман. Может, шоколад? Чувак, поделись, а? Сходи купи. Лакомар в 2 шагах. И все слишком... Там все слишком дорого, не то, что в магазинчике Дети Буди. Свежий вкусный чимол. Не хотите перекусить, мисс? Да, это вам. Порцию жареного риса и побыстрее это мне. Знаю, мы знакомы, но это не значит, что тебе можно лезть без очереди. Я еще не приготовила остальные заказы. Блин, обеденный перерыв уже заканчивается. Сколько народа на фестивале. Тут яблоку негде упасть. Лучше бы я осталась дома. Мне кажется, в этом году фестиваль получше. Лулу. О, Рая. Это ты. Как поживаешь? Нормально. Хорошо. Очень хорошо. Все так за тебя переживали, постоянно спрашивали меня, тебе и все? Это кто? Да реально все ребята со школы. Девчонки себе места не находили. Давай как-нибудь погуляем вместе, как в старые времена. Индия вышла замуж, а Синтия недавно открыла новое кафе. Лулу без обид, но мне плевать. Мне кажется, я впервые вижу, чтобы тебе было нечего сказать. Да, со мной редко бывает такое. Конечно, это логично, с чего бы тебе хотелось знать, как у них дела. Прости, я сказала, не подумав. Ничего страшного. Можно вдвоем погулять, если хочешь. Я хочу. Как смотришь на то, чтобы как-нибудь выпить по чашечке кофе? С удовольствием. Отлично, я тебе напишу, когда разберешься со всеми делами. Да. О боже, привет. О май гад. Новое тысячелетие, новые рубашки. Купите рубашку своему ребеночку или родителям, или почтальону. Просто купите рубашку. Спасибо, мне не надо. Там же футболки. Открытие кинотеатра, фильмы в 4К и 3D. Заходите, не пропустите. Да, понятно. Угу. Гав, кря. Гав-гав, кря-кря. Прекрасно, прекрасно. Вот так вот. Вот и пообщались, да. Пока. Вид у них счастливый. Странно. Давай сначала зайдем туда, а потом... можно я задам такой вопрос? Мы на свидании? Да, конечно. Да.
Босс, ты со своими мускулами будешь Дадзё настоящей звездой, вот реально. Заткнись, не хочу туда идти. Сколько раз тебе повторять? Это потому, что сенсей как следует тебе надавал? Эй, ладно, заткнись, уже пойду, я пойду. Это ж те челы. Эй, сестренка, хочешь поучаствовать в викторине? Что? Ты это мне? Ага. Начинай, братан. Что поднимается в гору на 3 ногах и спускается на 4? Без понятия, извини. Ха, мы победили. Мы победили. Ладно, можешь идти. Так. Добрый день. О, я тебя знаю. Правда? Да, ты подруга Люси. Хочешь купить цветы? Ага, можно мне вот эти? Сейчас все будет, держи. Цветочки. То сладкий малыш. Эрик? Да-да, это ты, конечно, ты. Эрик. О май гад, ты? Рая? Я не... В смысле... Как поживаешь? У тебя достаточно сил, чтобы гулять одной? Я в порядке. Спасибо. Прости. Прости, говори. Да не, это так, ничего важного. Мне так не кажется. В смысле, я столько всего натворил. Не могу сказать. Не торопись. Спасибо. Не за что. Береги себя. И ты. Тебе лучше поберечь себя, пока я не смогу сказать это как следует, хорошо? Слышишь? Угу. Да-да. Блин, мост прямо за поворотом. Продолжать путешествие, пойти к мосту или еще побродить? Давай продолжим. Давай мы пойдем к мосту. Собирается дождь. Атма, ты это видишь? Небо такое красивое. Димас, ну ладно, Димас, окей. Пусть пока идет, я не знаю, будет ли что-то в конце, можете промотать, если хотите, вдруг что-то будет, а вдруг нет, неважно. Но, тем не менее, пока они идут, я могу сказать то, что лично для меня некоторые моменты были немножечко капельку так затянутыми. Ну, некоторые моменты были затянутыми, некоторые моменты были странными, но это лично для меня, типа, это не значит, что игра плохая вообще никоим образом. Наоборот, как раз вот конец прям... Не знаю, конец меня прям тронул. Если можно сказать, что на протяжении игры не всегда было вообще понятно, что происходит, ну ладно, не всегда, там вообще в принципе не было понятно, что происходит, если честно, то ну в конце прям хорошо все раскрыли, мне кажется, на все вопросы ответили, я думаю, да, на все вопросы ответили нам. Ну типа, по сути, все понятно, наверное. Я даже не знаю, есть ли что-то такое, что остается под вопросом. Ну, Нирмала и Рая — это одна. Атма, друг ее, который ее спас, умер. Она как бы у себя в голове жила в своих грезах. Вот почему она в больнице лежала, вот это мне непонятно. Она пыталась что-то с собой сделать, или она просто, типа, настолько вошла в мир своих фантазий, что? Наверное, это единственный вопрос, и то это как бы полувопрос, не то чтобы это прям важно. Но конец классный. И так, окей. И ну, несколько раз прям прослезилась, правда, серьезно. Не уверена, насколько это видно на камере, но такое было. И, в принципе... Короче, пишите, как вам игра. Понравилось, не понравилось, есть ли какие-то особенные моменты, которые вы хотите выделить. Мне нравится то, как подали конец в плане... Не в плане прощения, а в плане того, как она пошла дальше. Это прям хорошо. Это прям хорошо. Блин, ну за Атму, конечно, капец жалко. Прям не знаю. О. Жесть. Музыка классная. Ладно, просто тогда подождем. О, уже конец.
Ой, красивая превьюшка, красивая очень. Посвящается памяти. Все? А? Ладно, хватит витать в облаках. Пора отдать ему цветок. Да, все. Спасибо вам, Тинчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, а также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.